Привет! В этом видео всего за 3 минуты я расскажу вам о 4 базовых и очень простых правилах русского произношения. Эти правила перевернут ваш акцент на 180 градусов. Готовы? Засекайте время. Правило номер 1. Буква О читается как звук О только в одной позиции, под ударением. Ну, например, в этом слове вы видите 3 буквы О. Знаете, сколько звуков О мы произносим? Только один. Хорошо. Только один звук О. А в этом слове вы видите 2 буквы О. Знаете, сколько звуков О мы произносим? 0. Нормально. Правило номер 2. Эти буквы не читаются, если они в конце слова. Это слово мы прочитаем друг, и мы не произносим Г. Это слово мы прочитаем кот, и мы не произносим Д. Правило номер 3. Когда вы задаете вопрос по-русски, обязательно найдите слово, к которому вы задаете этот вопрос. Потому что именно на этом слове тон вашего голоса пойдет вверх. Если вы меняете тон голоса на каком-то другом слове, то это меняет смысл вопроса. Например, если я спрошу: «Ты был в России?» Этот вопрос означает, что мне интересно, был ли ты в России. Я не знаю, бывал ты в этой стране или еще нет. А если я спрошу: «Ты был в России?» то есть подниму голос на последнем слове. Этот вопрос, в зависимости от контекста, может означать удивление с моей стороны. Типа: «Серьезно? Ты был в России?» А еще этим вопросом я могу уточнять страну. «Ты был в России?» или где-то еще. Ну и, наконец, правило номер 4. Но это правило со звездочкой. Звучит оно так. Если в слове есть буква Ё, та самая с 2 точками, то на этот слог и на звук О падает ударение. Всегда. Но это правило со звездочкой именно потому, что русские люди очень часто не ставят 2 точки и не обозначают на письме, что в этом слове есть буква Ё. Но если все-таки вы видите, что в слове эта буква есть, то можете быть уверенными, что на нее падает ударение. В комментариях к этому видео поделитесь, соблюдаете ли вы эти 4 правила или, может быть, постоянно о них забываете. Я знаю, что очень многие, особенно те, кто уже давно на меня подписан, и мои студенты, знают про эти правила, пользуются ими и уже давно изменили свое произношение сильно и заметно. Но еще я знаю, что очень многие люди, даже владеющие русским языком уже на высоком уровне, продолжают забывать про эти очень простые базовые фонетические правила, продолжают говорить «хорошо» и «сад», продолжают игнорировать букву Ё и говорить «платеж» вместо «платеж». В общем, если вы узнаете себя в этом описании, то это видео лишний повод для вас задуматься о том, что пора уже учитывать эти маленькие, очень простые, но важные правила. Просто зная эти правила и применяя их в своей речи, вы можете изменить ваше произношение очень заметно, сильно и в лучшую сторону.
В описании к этому видео я оставлю ссылки на другие мои видео, в которых я более подробно, четко, с примерами и глубокими объяснениями рассказываю о каждом из этих правил. Ну и если вы смотрите это видео летом 2023 года, значит, у вас есть возможность записаться на мой мастер-класс, который будет в конце августа. Это отличный шанс познакомиться с фонетикой, познакомиться с тем, как я работаю и со мной лично, и, наконец, начать свой путь в сторону хорошего, красивого, правильного произношения. Спасибо большое, что посмотрели это видео, и огромное спасибо, если поставили лайк и написали комментарий. Всего самого доброго и увидимся скоро. Пока-пока!